Всем огромнейший привет! Сегодня у нас будет обзорчик на такую замечательную породу, как немецкий пестрый великан или немецкая бабочка, ну, либо строкачи. Называйте как хотите, я буду называть ее сокращенно НПВ, немецкий пестрый великан. В этом видео я вам расскажу о содержании данной породы, также пробежимся по окрасам, что есть правильный окрас, что есть брак в окрасе, ну и что такое рабочий окрас. Также расскажу о том, какие пары лучше сводить вместе. Ну и в конце видео маленькую фишечку такую расскажу по браку в этой породе, о которой мало кто знает и не обращает на нее внимания. Но после просмотра этого видео вы обязательно будете обращать на это внимание. И уже бракованного такого строкача вы точно не возьмете. Погнали! Ну а начнем мы с содержания данной породы. В моем хозяйстве вообще все породы содержатся одинаково. Я не отдаю кому-то предпочтение, что одни у меня содержатся так, другие так. Вот. Но так как данная порода крупная, достигает, ну, по некоторым данным 8-9 килограмм, но у меня таких не было. Максимальный вес у меня был 7400. Вот. Ну так вот, так как эта порода крупная, держать ее на сетке не рекомендуется. Я их держу, ну, пол у меня сетчатый, да, но есть трапики под лапками. Зимой они у меня сидят на соломе. Во-первых, им комфортно и мягко, а во-вторых, мне достанется больше перегноя и навоза. Про плодовитость могу сказать, достаточно плодовитые самки данной породы приносят 8 и больше, но бывает, конечно, исключения, как у меня уже не первый раз приносит 2-3, 2-3, бывает и такое. Но основная масса приносит достаточно большое количество, всех выкармливает, самки молочные, но опять же все зависит от вашего кормления. Если кормление достаточно хорошее, соответственно, и молока у мамки будет, ну, достаточно, чтобы выкормить кроликов. Ну, на этом, я думаю, содержание можно и закончить. Во всем остальном ничем, я уже сказал, не отличается от содержания других пород. Поэтому на этом я и закончу содержание данной породы. Сейчас мы обратимся к окрасу. Да? Я уже сказал, что есть правильный окрас, есть брак по окрасу и есть, так сказать, рабочий окрас. Вот. Я объединю это все в одно, буду говорить на определенную часть тела и буду говорить правильно, как должно быть, где брак и где рабочий окрас. Ну и начнем мы, пожалуй, с маски. Да? Маска, вот эта вот маска в виде бабочки, два крыла и, ну-ка покажись, вроде вот раз крыло, два крыло, а вот эта вот мордочка, да, бабочки, она должна быть вообще идеально ровная, никаких отклонений быть не должно, ни влево там, ни вправо, никаких там черточек, покажись. Вот, и вот эта пипка не должна быть маленькая, и не должна отсутствовать. То есть, если пипка отсутствует, либо вот эта маска где-то кривая, где-то там под уголком, либо немножко прерывается, это брак. Если она чуть-чуть где-то неровненькая, да, ну не идеально ровная, ну это рабочий момент, это рабочий окрас. Вот, покажись. И пипка, если пипка, вот назовем ее пипка, покажись. Если пипка отсутствует, соответственно, это стопроцентный брак. И вот здесь вот у него под бабочкой, типа язычка вот здесь подбородка, он должен быть, ух ты, обязательно белым. Идем дальше. Вот у меня, видите, здесь маленькая точечка, но это рабочий окрас, ближе к идеальному. Дальше идут очки, назовем их, да, то, что вокруг глаз. Правильный окрас, если они достаточно круглые такие, да. Если где-то также опять небольшие отклонения, что не ровности, да, это уже рабочий окрас. Браком считается, если вот эти глазницы, ну очки, да, все, называем их очками, если очки прерываются, то бишь круг идет, потом он прерывается каким-то образом и потом заново идет. Это уже брак. Очки должны быть одинаковые, что слева, что справа. Покажись. Вот так, покажись. Все. Они не должны быть квадратными, либо прямоугольными, и не должны быть сильно маленькими. То есть вот глазик, например, да, и чуть-чуть больше глазика вот эти очки. Нет, они должны быть достаточно большими. Если очечки маленькие, это брак. Дальше идут щечки.
Щечки слева, щечки справа. Отсутствие хоть одной из щечек считается браком. Щечки должны быть симметричны. То есть, если слева щечка круглая, соответственно, справа она должна быть тоже круглая. Не может быть такого, что слева она квадратная, справа она круглая. Они должны быть симметричные. Дальше идем. Дальше так называемая корона. Корона тоже должна быть, ну, если в идеале, она должна быть идеально ровная, не прерываться. Вот. Она захватывает уши, захватывает затылок, и от этой короны дальше идет строка. Если это в идеале, да, если рабочий окрас, да, ну тут немножко допускаются какие-то вкрапления, но браком считается корона тогда, когда окрас белого заходит уже ближе к ушам, либо на сами уши. Это уже стопроцентный брак. Давай покажем все. Все, здесь все понятно. Дальше идет строка. Покажи, давай сюда встанем. Дальше идет строка. Строка идет от короны, вот так вот, достаточно широкая, и до самого хвоста. Она нигде не прерывается. Хотя говорят, если строка прерывается где-то в районе, что может закрыть уши, или хвост закрывает, то это нормально. Ну, я бы на вашем месте так не думал. Я вообще считаю, если строка прерывается, это стопроцентный брак. В любом случае, вот эти по окрасу недочеты брак, да, вот про который я говорил, они могут передаваться по наследству не у всего потомства, а у некоторых особей. То есть корона может быть нечеткая, щечки могут быть отсутствовать, у меня тоже такое было. Дальше пятнышки по бокам. В идеале это отдельно стоящие пятнышки. Там от 4, по-моему, до 7. В идеале с 2 сторон, например, да. Но даже если где-то есть небольшая залитость, вот как у меня, да, с одной и с другой стороны, это абсолютно, покажись вот так вот. Это ничего страшного, это рабочий окрас. Как мне говорили заводчики по строкачам, не факт, что если ты купишь дорогого, элитного, идеального кролика, то потомство у него будет такое же. Оно может быть, ихнее потомство может быть размытое. И даже если ты возьмешь залитого кролика по бокам, например, да, то потомство может быть идеальное. Это строкач, это вообще рулетка, да. Может выпасть зеро, а может вообще ничего у вас и не выпасть. Что такое? Вот. Ну, в принципе, по окрасу, в принципе, все, да. Я вам рассказал, где брак, да, в окрасе может быть. Садись. И таких вот кроликов лучше не брать. Окрасы вообще у строкачей, они не пестрят количеством. Есть в голубом окрасе или сером их называют. Вот как у меня в черном окрасе. Гаванна, Мадагаскар, Изабелла. Вот все себе таких хочу приобрести, но пока нет возможности подобрать хороших особей. Вот. По парам, как подбираются строкачи? Вообще, самый популярный подбор это однотонный самец или самка и пестрый самец или самка. Кто-то говорит, что лучше, чтобы самка была однотонная, кто-то говорит, что самец однотонный, что это якобы влияет на потомство, на количество пестрых в кроле. Но я сводил и так, и я не увидел разницы. У меня могло быть в помете одни пестрые, там 1-2 однотонных, либо наоборот все черные, там 1-2 пестрых. Поэтому я не увидел особой разницы, кого с кем садить. Но ну, это простое решение, да, кого с кем садить. Это пестрый и однотонный. Если садить, многие спрашивают, а если я посажу пестрого с пестрым? Можно, но процент брака будет достаточно велик. Может отсутствовать очки, да, с одной стороны, могут отсутствовать щечка. Также брак может быть где-нибудь вылазить, да. В каких случаях сводят пестрых? Если бока, например, залиты сильно у строкача, то его сводят пестрый с пестрым, там выбирают менее залитого практически голого, чтобы по бокам, например, не было ничего. И потом уже вот эту особь садят с черной, чтобы опять начать вот эту вот пигментацию. Ну, вот этот окрас, да, черный.
Вот так вот и подбираются пары. Не надо постоянно сводить пестрых с пестрым, потому что на собственном опыте я убедился, что сводить просто так пестрых с пестрым, ну, много очень брака получается. Если вы планируете в дальнейшем продавать, то брак, конечно, вам не нужен. Ну, а теперь видео наше уже подходит к концу, как и обещал. Сейчас расскажу о той фишечке, о браке, да, который мало кто знает. Сейчас я строкача возьму. Ну-ка, сядь, давай. Посмотрите, как стоят у него лапки. Встань-ка, встань-ка. Лапки стоят как будто на носочках. Вот она, маленькая подушечка, и он стоит на носочках. А сейчас я вам покажу, как бракованный строкач выглядит, вернее, как выглядят передние лапки бракованного строкача. Ну а сейчас я взял бракованного строкача и посмотрите на его лапки. Сядь, давай покажем все лапки. Смотрите, как он стоит на лапках. Стоит не на носке, а стоит на подошве. Что одна... Давай. Ну чё боишь? Что вторая лапка. Это говорит о том, что строкач бракованный. А на вот эти лапки никто не обращает внимания. Все стараются обратить внимание на окрас. Но вот такой вот брак, он может передаваться по наследству. Поэтому, если вы видите, что кролик стоит не на носке, а на подошве, то не берите такого кролика. Ну вот и все, друзья. Все, что знал, я вам рассказал. Все, что знал, я с вами поделился. Теперь вы знаете, как выглядит строкач по окрасу, что есть брак в окрасе, что есть рабочий окрас. Поэтому бегите, смотрите своих кроликов, к какой категории кроликов строкачей относятся ваши кролики. А на этом все, друзья. Пока-пока.